Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Сегодня в этом видео мы поговорим не столько о стратегии, сложно назвать данную тему стратегией Форекс. Это больше графическая модель, коррекционная модель по типу ABC. Подробное ее описание вы можете узнать на сайте strategyforyou.ru. Итак, я думаю, большинство из вас прекрасно знает, что рынок не движется однонаправленно, а любое движение происходит волнообразно. И именно на этом принципе основывается данная модель. Ее суть заключается в том, что мы на неком направленном движении, на тренде, обнаруживаем некое коррекционное движение и по определенным условиям идентифицируем коррекционную комбинацию по типу ABC, что дает нам уверенность в том, что на данный момент на рынке коррекция, а не происходит разворота, и скорее всего предыдущий тренд у нас продолжится. Давайте теперь рассмотрим это на примере. Как видите, у нас есть некое восходящее движение, после чего цена сформировала новый максимум, столкнулась с неким сопротивлением сверху, откатила вниз, то есть началась фаза коррекции, первая волна данной коррекции. Но цена далеко не ушла и пошла на вторую попытку преодоления данного уровня сопротивления и возобновления тренда предыдущего, тем самым образовав точку А после второй попытки неудавшейся, главное, чтобы здесь не был переписан максимум предыдущий, то есть точка X, цена все-таки пошла на вторую волну коррекции, сформировала очередной максимум, как видите, и пошла вниз, то есть у нас образовалась точка B. В этих условиях у нас имеется, кроме восходящего движения, некое коррекционное движение, обратите внимание, с нисходящими максимумами, то есть по ним мы спокойно можем построить линию тренда, а параллельную линию провести по точке А, то есть мы получаем коррекцию внутри некого канала. Комбинация ABC основывается именно на том, что при очередном подходе к линии, проведенной от точки А, мы получаем точку С, в которой высока вероятность того, что мы получим отбой и предшествующий тренд данной комбинации у нас возобновится и продолжится. В принципе, то же самое касается и нисходящего движения, только там у нас будет основное движение вниз и коррекционное движение без переписи основного минимума. Теперь давайте рассмотрим, какие же есть варианты для заключения сделки в точке С, так как я все-таки считаю, что на основании лишь одной точки С, то есть этого подхода к линии, проведенной от точки А, заключать сделки достаточно небезопасно. Следовательно, для подтверждения данного сигнала нам нужны дополнительные сигналы. Например, как в данном случае, обратите внимание, у нас имеется свеча, которая своим хвостом пыталась пробить этот канал, это ей не удалось, и свеча закрылась выше линии, проведенной от точки А, тем самым дав нам понять, что, скорее всего, отбой все-таки произойдет. Также для подтверждения отбоя от этой точки мы можем дождаться и некой разворотной комбинации, как в данном случае, обратите внимание, свеча с белым телом поглотила предыдущее тело свечи, и даже не одну свечу она поглотила, тем самым мы получили разворотную комбинацию. В данном случае, конечно, цена ушла довольно-таки далеко, но бывают случаи, когда данное подтверждение происходит в непосредственной близости от точки входа в рынок. Также вполне возможно использовать и пробой линии, проведенной по максимумам на нисходящее движение BC. И как видим, в точке пробоя и даже тестирования этой линии мы могли войти в рынок также вполне успешно. Ну и наконец еще одна точка входа, она более классическая по данной методике. Как только цена пробивает наш канал в направлении предшествующего тренда, очень часто цена возвращается и тестирует данный канал в обратном направлении, что дает также неплохую точку для заключения сделок. Это что касается входа в рынок. Теперь давайте рассмотрим, каковы же у нас целевые уровни. Итак, как видим, у нас в данном случае также имеется коррекционная комбинация по типу ABC, ей предшествует восходящее движение, следовательно, в точке С мы вправе были заключать сделку на покупку. И теперь давайте определим, каковы же целевые уровни у данной модели. Ну, прежде всего, это, конечно же, противоположная сторона канала. Именно при подходе к ней мы можем зафиксировать часть нашей сделки.
по крайней мере, в этом уровне сделку стоит переводить уже точно в уровень без убытка, то есть стоп-лосс переносить на уровень открытия нашей сделки. Основной целью по данной комбинации коррекционной ABC я все-таки считаю перепись максимума, то есть точки X. Как видим, в данном случае цена после пробоя противоположной стороны канала дошла и до этого уровня. Если имеется такое желание, вы можете зафиксировать здесь основную часть сделки, а остаток вашего объема закрывать уже на более отдаленных целевых уровнях. Таковыми являются, например, параллельная линия, проведенная сверху на расстоянии ширины канала ABC. Также вы можете растянуть Fibonacci на все коррекционное движение, получить уровень 161,8 расширения этого Fibonacci, и на нем также можно фиксировать вашу прибыль. Ну и еще одна целевая точка по данному паттерну. Это расстояние от 0 до x, то есть явно выраженная волна, предшествующая данному коррекционному движению, отложенная от точки C. И как видите, в данном случае этот уровень практически совпадает с уровнем 161,8. Это что касается фиксации прибыли. Теперь давайте поговорим и о вариантах установки стоп-лосс ордера. Чаще всего при установлении стоп-ордера используются уровни Fibonacci, растянутого на движение 0x, то есть явно выраженной в волне, предшествующей данной коррекции, где стоп-лосс устанавливается за следующий от точки C уровень Fibonacci. Как видим, точка C у нас первый подход произошел у уровня 50 по Fibonacci. Следовательно, за следующий уровень, это у нас 61,8, мы устанавливаем наш стоп-лосс ордер. Также мы можем использовать и графические построения. Например, в данном случае, обратите внимание, мы проведем трендовую линию по двум минимумам этого восходящего движения, и стоп-лосс уже можем установить за этот минимум. Но в принципе, как видите, в данной ситуации этот уровень совпал бы и с предыдущим вариантом установления стоп-ордера. Ну и также есть вариант установки фиксированного размера стоп-ордера по величине волны BC, отложенной от точки C. Размер этого стоп-лосса гораздо больше, и, конечно же, в этом случае соотношение Profit-Loss у нас будет равно практически 1 к 1, что не очень выгодно, но все же такой вариант тоже применяется некоторыми трейдерами. Еще хотелось бы обратить ваше внимание на то, что в тот момент, когда цена все-таки пробивает и закрывается свеча ниже коррекционного канала, то есть вне его пределах, не следует дожидаться, пока сработает стоп-ордер, а в этом случае уже лучше рассматривать выгодные точки на выход с рынка, так как, скорее всего, цена все-таки пойдет вниз и наша комбинация не отработает. Как видим, в данном случае такая точка была, цена вернулась к тестированию нашего канала, и мы могли выйти с нулем или с близким к нему значением. Также есть один нюанс. В случае, если цена пробила все-таки наш канал, но далеко не ушла и вернулась в ближайшее время обратно в зону коррекционного канала, мы получим хороший сигнал на то, что отбой, скорее всего, произойдет и цена пойдет в нужном нам направлении, то есть тренд возобновится. Ну, в данном конкретном случае, обратите внимание, после того, как цена вот на этой белой свече вернулась внутрь канала, можно было входить и по рыночной цене, так как далеко не ушла, но бывают ситуации, когда данная свеча закрывается довольно-таки высоко, и лучше все-таки дождаться возврата к тестированию и только потом входить уже в сторону возобновления предыдущего тренда. Также обратите внимание, что очень часто бывает ситуация, когда комбинация ABC формируется по схожему сценарию с разворотной комбинацией двойная вершина или двойное дно, или комбинация неудавшийся размах. Поэтому очень важно дождаться подтверждающих сигналов, что отсюда все-таки отбой произойдет. И в случае пробоя этой линии, если вы все-таки вошли в рынок, лучше сделку попытаться закрыть с близкими к нулем значению. Вот в принципе и все, что я хотел вам сказать по данной модели. С вами был Сергей Гаспарян. Желаю вам успешной торговли. До свидания.